первые виды Сент-Джона из окна отеля. Добрался сюда поздно ночью, поэтому вчера видел только полоску асфальта в свете фар. Отличный солнечный день. Жаль, что весь день проведу на работе в закрытом помещении, а после работы уже стемнеет. Парковка у отеля имеет вид в сторону центра города. Вон те дома на горизонте и шпили церквей – это центр, но большую часть вида занимают эстакады хайвея. Итак, где же мы оказались? Провинция Нью-Брансвик – одна из 3 так называемых морских провинций Канады, и Сент-Джон расположен прямо на берегу и входит в 5 крупнейших портов Канады. По иронии судьбы, в соседней провинции Ньюфаундленд тоже есть город Сент-Джонс. Разница в названии невелика, и совпадение не случайно. Оба города названы в честь Иоанна Крестителя. Чтобы не путать, к имени всегда добавляют название провинции, если произносят на слух. А в написании на английском имена немного отличаются, но все равно путаницы хватает. Особенность географии – это залив Фанди, в котором самые высокие приливы в мире. Ну и морское побережье, что не спасает от снега зимой, но порт не замерзающий. Ладно, с географией разобрались, давайте взглянем на город из окна автомобиля. Рядом с отелем церковь с башней с часами и Макдональдс. Удивляет огромное количество дорог и развязок. Наверное, если это один из крупнейших портов, то дороги для движения грузов. Заезжаем в центр города. Утро, и солнце светит так, что ничего вокруг не видно. Но жаловаться на солнце в ноябре в морской провинции я не стану. Пусть светит. Население города что-то около 70 тысяч. И для небольшого города огромные каменные кирпичные здания в центре поражают. Дело в том, что Сент-Джон – самый старый город Канады. На самом деле, в Канаде 3 самых старых города. Сент-Джонс – самый старый по моменту, когда нога европейца ступила на теперь уже канадскую землю. Квебек-Сити – самый старый по факту постоянного проживания жителей. А Сент-Джон – первый, кто инкорпорировался, то есть, говоря обывательским языком, выправил паспорт, документ, что он город. Посмотрите, какие здания. Они отсылают к 19 веку. Тогда центр города перестроили из камня после огромного пожара. Так город выглядел в 19 веке. Такое ощущение, что весь центр города с тех пор таким и остался. По дороге попадаются и более современные здания, и даже новостройки, уже не столько привлекательные с точки зрения архитектуры. Тут и офисные дома, и жилая новостройка. За поворотом этажность домов падает. Дома все еще на несколько квартир. Опять поворот. Видна вода, а на другой стороне залива промышленные предприятия. Эта часть старого города расположена на полуострове. Мы стартовали здесь, у Макдональдса, а теперь объезжаем центр города по кругу. Центр невелик. Вот он почти весь и на фото уместился. С этой стороны здание самой простой архитектуры. Но все равно, это все в шаговой доступности от центра. Всегда интересно, почем тут жилье продается. В новостройке однушка за 280 тысяч, а трехэтажный особняк со столетней историей за 800. Выехали из центра. И уже пошла одноэтажная застройка с отдельно стоящими домами. Стандартный сайдинг на фасадах. Раньше были дома с деревянным сайдингом, сейчас пластиковый. Мы в Канаде, поэтому за поворотом можно встретить на дороге оленя. Хорошо, что на шоссе не попался.
Тут скорость низкая, легко объехать. Очень зеленая провинция Нью-Брансвик. Я помню, когда я пересекал ее на машине, за окном без конца тянулись леса. Когда вернулся в отель после работы, украшения из хэллоуиновских заменили на рождественские. Еще с утра тут лежали тыквы и прочее, а теперь... Следующее утро. Тот же вид, но солнца нет. Все затянуто тучами. Окна машины заледенели. Хорошо, что машина с полным пакетом, есть подогрев всего. Как оттаяли можно ехать. Сегодня не через центр, чтобы и простые районы города посмотреть. В режиме экспресс-поездки. Пригороды выглядят очень стандартно, по-канадски. Здесь уже и не отличить Онтарио, Квебек или Нью-Брансвик. Невероятно радует отсутствие пробок на дорогах, очень непривычно. Вечером после работы отправляюсь гулять в город. Он, как и отель, уже украшен к Рождеству. Одна из фишек Сент-Джона. Центр города называют Uptown, то есть верхний город, а не Downtown, нижний. Это центральная площадь перед мэрией. А напротив нее сквер, выходящий на набережную. Классно здесь, наверное, летом посидеть. Сейчас холодно и никого нет. Фонтан выключен на зимнее время. Красная дорожка ведет на пирс. Это означает, что берег закончился, и видны бетонные ступеньки. По ним можно спуститься на морское дно. Сейчас время отлива, уровень воды минимальный. Помните, я говорил, что особенность географии – это длинный залив. Так вот, в нем самые высокие приливы в мире. В самом городе они могут достигать 8 метров. Сложно передать масштаб. Возьму картинку из интернета, тот же пирс, только 12 лет назад. Для масштаба там человек на причале. Вот на всю высоту пирса вода и поднимается. Хотя давайте на себе покажу. Фото из далекого 2016 года. Была вода и ушла вода. Ну или на масштабе Полины и Маши. Видите скалы за их спиной? А теперь то же самое место, но во время прилива. Видите реку, которая впадает в залив, за спиной Маши? Обмелела река во время отлива. Впечатляет. Специально на это чудо посмотреть приезжали. Пройдемте дальше на пирс. Так, вот это уже новодел. Раньше здесь маяк был, а сейчас цветные макароны. Набережная поворачивает и уходит вдаль. Туда по набережной не пойдем, виды только на порт открываются. Вид на город с набережной перекрыт вечной стройкой. Тут она последние 8 лет идет. Я помню, в далеком 2016-м вид на город был перекрыт одним из самых больших лайнеров в мире. Плавучий город по размеру. Это в Майами высотки выше лайнера, а здесь домов за ним не видно. А теперь на центральные улицы. Вчера утром ехали, солнце мешало разглядывать дома. Сегодня стемнело, надеюсь, телефон вытянет ночную съемку. Очень атмосферно. Напоминает Квебек.
хотя по стилю архитектуры больше похоже на старый Монреаль. Даже американские сетевые заведения вывески стилизуют под старину. Ночная подсветка хороша, как и исторические здания и улицы. Теплые ламповые витрины с теплыми вещами. Иллюстрация. Почему Uptown, а не Downtown? Центр здесь на высоте во всех смыслах. Пятница, народ в барах. Сент-Джон соревнуется с Сент-Джонсом по количеству баров на одной улице. Витрина с переходом стиля декораций от Хэллоуина к Рождеству. Есть и такие рождественские персонажи, которым впору на Хэллоуин. Церковь Троицы, главная церковь Сент-Джона, и была признана историческим памятником национального значения. Год постройки 1880. Поражает, что построили всего за год. Хорошо, что защищена как памятник, а то еще одну церковь всего в 2 кварталах отсюда продали в 2018 году, не смогли содержать общиной. Продали как есть, вместе с органом. Не смог найти в интернете никакой информации, как сложилась дальнейшая судьба церкви и органа. Местные витрины, вывески и атмосфера старого города. Все убрано и в порядке. Деревянные двери, арки окон. Все выглядит по-европейски. В витрине Санта. Начитывает помощникам, какие подарки детишкам подготовить. Надо только письмо ему написать на Северный полюс. Сейчас, правда, Почта Канады бастует, поэтому если вы в Канаде и не успели отправить письмо, подведите детей к экрану, поставьте на паузу и пусть дети крикнут Санте, что хотят получить под елочку. Исторический центр невелик. Мы его весь и прошли, всего несколько кварталов. Внизу улицы виден выход на набережную. Сюда бы вышли, если бы пошли со стороны пирса вдоль воды по красной дорожке. А вот эта улица напоминает Газтаун, район в Ванкувере. Только паровых часов не хватает. А, вот и часы. Не хватило только на пар. Время ужинать. Пойду поищу ресторан. Назад на площадь перед мэрией. Тут установлена скульптура. Что-то новенькое. Автор Фил Саваж. Местный талант. Начинал с деревянных скульптур. Напоминает мне Генри Мура. Что-то бионическое. А затем Фил переключился на камень. Круто выходит. Очередная фишка Сент-Джона — крытая рыночная площадь. Так что непогода не страшна. Кирпичные стены разительно отличают это место от стекла и бетона привычных торговых центров. Возникает эффект старинного городка. Атмосферное место получилось, хоть и современная постройка. Здесь полно ресторанов. В пивнушку сегодня не пойду. А вот рядом есть ресторан морепродуктов. Вот это уже интересно. Все морские провинции Канады заявляют, что лучшие лобстеры именно у них. Пойду проверю. Не туристическое время года. Достался столик с отличным видом на пирс, по которому мы сегодня гуляли. А вот и лобстеры подали. Нет, не самый лучший из тех, что я ел. Вылет посреди ночи. Аэропорт маленький и рейсов крайне мало. Но рад видеть, что не только Air Canada сюда летает, но и лоукостер Flair. Ночной полет подарил вид рассвета над Торонто.